Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Сегодня я хочу продолжить тему дислексии и рассказать подробно о дислексии и смысле. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я хочу представить вам свои методики. Итак, первое – это игры в клеточку. Эта методика подойдет всем детям, которые хотят научиться считать. И особенно хорошо она подойдет тем детям, у которых проблемы с счетом. Дискалькулия. Для детей, которые просто интересуются математикой, это тоже будет очень интересное погружение в мир математики, чисел, мир математических игр. Вторая методика, которую я хочу представить, это прописи. Прописи подойдут всем детям, которых учат писать, держать ручку, карандаш. Эти прописи построены совершенно иным образом, чем те, которые вы привыкли видеть на прилавках магазина. Они идут от способности детей рисовать и способность детей самих обучать себя письму. Переходим к дислексии и смыслу. Мы уже говорили об этой теме в осмысленном чтении. Теперь расскажу более подробно, почему важно работать с детьми с дислексией и смыслом. Ребенок с дислексией часто читает и не понимает то, что он прочел. В предыдущем ролике я рассказывала, что прежде чем читать с детьми книгу, нужно рассмотреть с ним картинки и составить собственный рассказ. Почему это важно? Дети, у которых дислексия, очень часто слова, к ним не подводится смысл. Такие дети часто читают корова, 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 корова. То есть у них подведение смысла к слову замедлено относительно того, как они его прочли. Для этих детей, конечно, лучше всего начинать учить читать с карточек, где есть изображение животного, то есть картинка, и есть само слово. Тогда такой проблемы не возникает. Но если это все равно проблема возникла, тогда подходит следующий метод. Для этого очень подойдут книги Сутеева. Вначале вы берете книгу Сутеева, открываете историю, и ребенок сочиняет историю по картинкам. Он делает предположение, что же там может произойти. Потом читает и сопоставляет то, что он прочел, с тем, что нарисовано. Однако часто дети, когда читают, все равно не понимают смысл. Тогда делаем так. Ребенок составляет рассказ по картинкам, потом вы читаете ему подписи и спрашиваете его так, чтобы понять, понял он то, что он прочел или нет. Задаете ему вопросы. И просите его рассказать по картинкам или без картинок то, что он услышал. Второй раз ребенок уже читает сам. И вы его опять спрашиваете, насколько он понял смысл. Очень важно, что когда ребенок читает, вы проверяли, что он из этого понял. Для этого вы можете попросить его рассказать, что он представлял, когда читал. Если он ничего не представлял, ему было это сложно, прочтите ему текст сами. И, прочитав 2 строчки, спросите, что он представил, когда слышал это. Потом прочтите следующие 2 строчки и спросите опять, что же он представлял. Когда вы дочитаете абзац до конца, просите ребенка прочитать его самого. И опять же таки, когда он прочтет первые 2 строчки, пусть расскажет, что представил он на этот раз. Вторые и третьи. Таким способом вы будете учить его погружаться в смысл сразу, представлять, что он прочел. Очень хорошая игра для понимания смысла – игра с картинками. Например, ребенок вытаскивает из стопки картинку и не показывает ее окружающим. Он должен рассказать окружающим о картинке, которую он вытащил, так, чтобы не называть ее. А окружающие по его описанию должны догадаться, о ком он говорит. Например, это будет тигр. Он будет рассказывать, что это кошка, которая любит мясо, которая любит охотиться, и у нее полоски. Также делается и другими участниками игры. Они достают свою карточку и рассказывают, а ребенок должен догадаться о том персонаже, который вытащил другой игрок. Следующее. Например, есть такая проблема, когда ребенок не может согласовывать слова в предложении. Что делаем в этом случае? Мы берем текст, и ребенок читает первое предложение. Например, наступила осень, с деревьев стали падать желтые листья, лужи покрылись слоем льда. Когда он прочел это предложение, вы даете ему листок бумаги, заранее заготовленные слова, которые стоят в первой форме.
наступать, осень, лист, упал, лужа, замерзать, лед. И просите ребенка составить самого теперь рассказ с этими словами. Второе упражнение. Вы даете ребенку текст прочитать, в котором все слова на месте. А после этого у вас специально заготовлен текст, в котором вы выкинули несколько слов. То есть ребенок, прочитав сначала текст со всеми словами, читая второй раз текст со словами, которых нет, он должен их как бы вспомнить. Третий вариант этой же игры. Вы даете ребенку текст с пропущенными словами, но слова подписаны внизу. И он, читая текст, подбирает из тех слов, которые есть внизу текста, те, которые подойдут на это место. Еще один прием накопительного чтения. Вы даете ребенку текст, но не простым способом, а следующим. На первой строчке написано одно слово. Например, это слово «гном». На второй строчке написано уже два слова «шустрый гном». На третьей строчке написано «шустрый гном скакал по лесу». И так далее. То есть на каждой строчке вы прибавляете по одному слову. Еще одно упражнение, которое я порекомендую из своего букваря. Это упражнение называется «Путаница», которое ребенок должен исправить. Вы можете это упражнение сделать сами. Тут у меня, например, предлагается большой заяц, серый шкаф. Ребенок должен сделать серый заяц, большой шкаф. Вы можете также составить пары слов по этому принципу. И еще очень важный принцип. Когда ребенок у вас не понимает смысл, очень важно работать с расширением поля внимания. Потому что с расширением поля внимания связано то, как ребенок понимает смысл прочитанного. То есть на фоне того, что вы занимаетесь с ним по упражнениям, которые я вам сейчас рассказала, вы еще занимаетесь на расширение поля внимания. И это я вас адресую к нашему ролику по этому поводу. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!